Привет! Сделаем сегодня с вами еженедельное обслуживание аквариума. Заодно посмотрим, сколько на это может уходить времени. Постараюсь это все сделать без пауз, без ничего. Вот. Ну, в принципе, что тут надо будет посмотреть, что подрезать из растений, подрассадить, почистить немножко стекла и сделать подменку воды. Вот. Сверху тут наросло сальвинии. Надо ее тоже убрать, потому что уже затеняет растение. Вот сейчас мы ее рукой соберем. Очень быстро нарастает она. Кстати, попалась мне в интернете она, ну как, называют ее сальвинию, эту убийца водорослей. Но почему? Потому что она активно растет. Вот такую баночку собрали сверху. Полная баночка. Активно растет и тем самым выбирает с воды лишние питательные всякие вещества, органику там. Ну, то есть то, чем могут питаться потенциальные водоросли, тем самым не оставляя им лишнего питания. Но все равно ее сильно запускать тоже нельзя, потому что тогда будет и не хватать и остальным растениям. Она очень активно выедает. Так, это мы сделали. Сейчас стекла немножко прочистим. Я использую просто пластиковую карточку для этого. Такой буроватый налет на стеклах изнутри немножко присутствует. Наверное, не очень интересно смотреть, конечно, как я это все делаю. Ну, интересно просто, чтобы было видно, сколько действительно на это может уйти времени. Потому что бытует такое мнение, что ой, аквариум это такое хлопотное дело, это ж с ним надо заниматься, чистить. Ну, как бы, когда он в нормальном состоянии аквариум, в незапущенной там форме, что там, то, в принципе, ежедневные там эти все процедуры по обслуживанию аквариума, на самом деле это не так сложно. Тем более такой маленький кубик.
все это можно делать, не напрягаясь. Так, ну, лицевые стекла почистили. Теперь я хочу вот эту травку убрать. Непонятно, не нравится, короче, она. Какая-то елочка, она такая, она коричневая. И лучше она не идет. Но я оставлю там пенечек, может новое что-то пойдет. И лучше. И вот эти бакопа. Тут в середине стволики пустые. Сейчас мы их укоротим. Вот видите. Сверху макушка, и мы просто берем. Это пустой стволик обрезаем. И макушечку присаживаем. Обратно. И второй также сейчас сделаем. Он потянул еще. Это мы убираем. А эти верхушечки. И тем самым, ну, в принципе, такой принцип формирования любой длинностебельки. Отрастает. Обрезали, рядом присадили. И тем самым формируется пышный кустик. Потому что длинностебелька любая тянется вверх. Вот. Нижние стволики оголяются. Ну, вот такой несложной манипуляцией можно добиться пышного куста. Так, тут еще наяз разросся. Сейчас мы его тоже обрезали, общипнули и рядышком присадили. Все. Так формируется кустик. Ну, в принципе... еще вот тут надо этот стаурогину. Тут вытянулся один. Сейчас мы его тоже раз обрезали. И рядышком присадил его. И так будем формировать тут такую рощицу. Все, листья, кстати, помните, в прошлом видео эти листья инжира я закидал. Вот все, что осталось, вот тут прожилки этого листочка. Все съели. Но, кстати, хочу сказать, что не сразу. Листья где-то пару дней полежали, так они по ним полазили. Пару дней полежали. И только тогда они начали активно их есть. Я еще тут обрезал старый листик криптокаринки. Так, ну все, осталось
подменить водичку. Берем баклажечку пустую. И шланочку. И нехитрым движением сливаем воду. Заодно тут вот летающие всякие остатки растений можно забрать. Так, о, фильтр забыл выключить. Сольем, наверное, литра 4. Да, вот, наверное, достаточно. Так, ну вот у меня водичка, тут еще есть остатки. Вот, использую такую воду дистиллированную. Вот видите, тут указано, что можно применять для аквариумов. Вода плюс вот этот реминерализатор. Расход его идет 3 мл на 5 литров воды. Одна есть. И вторая баклажечка. Вот и все. Запускаем фильтр. И смотрим, что у нас получилось. Во сколько мы уложились? Так, 13 минут. Ну, плюс мои там разговоры и все.